Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем же у вас будет роман? С новой или с бывшей? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ох, какой вы весельчак. Вот вы сейчас живете, ну, исключительно для себя. Ну, еще, может быть, для ребенка, там, для детей, у кого есть. Вот абсолютно как-то, вот знаете, вот вы женщин оставили в прошлом. Я имею в виду, вот любимую женщину вы оставили в прошлом. И сейчас вот вы, ну, максимум это довольствуетесь коротенькими романами. А в основном вот живете для себя. Это и саморазвитие. Кто-то занялся спортом, кто-то занялся работой, кто-то занялся хобби. То есть здесь осознанное решение жить для себя. Причем вам даже это начинает нравиться все больше и больше. Вот такая вот жизнь в кайф. Жизнь беззаботная, когда никто не выносит мозг, когда что хочу, то и делаю, куда хочу, туда лечу, да? Когда не нужно плясать ни под чью дудку. Вы человек довольно сильный морально и вообще душевно и физически, как угодно, да? Вот такой вот силач со всех сторон. Вы большой любитель животных. Не исключено, что у вас и дома вот живут какие-то четвероногие друзья. Вы человек, который, знаете, вот опять мне приходит на ум вот эта пословица: чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак, да? Вот вы такой человек, который пережил в своей жизни некоторые разочарования, и теперь реально вот вы как будто вот к животным начинаете все лучше относиться, чем к людям. Потому что тотальнейшее разочарование. Потому вы и решили вот жить для себя. Потому что когда-то вы жили для женщины, когда-то у вас была любимая женщина, которую вы любили, ценили, боготворили, вот именно искренне, любили по-настоящему. Это не оценилось, это все, ну, грубо говоря, растопталось, да. Теперь вы решили, что все. Раз так, больше не хочу никого любить, ничего, буду жить исключительно для себя. Если случится чудо, попадется, хорошо. Нет, значит, так и буду. Ну, я даже склоняюсь к тому, что вы для себя решили уже, что все, вы больше никогда не влюбитесь, тем более вы никого не полюбите. Ну, опять же, я вам скажу, что это просто защитная реакция. Когда в вашей жизни попадется женщина, в которую вы, ну, по-настоящему полюбите, да, снова полюбите, то вот эти мысли улетучатся, как кошмарный сон. Вот просто улетучатся. Это сейчас вам может казаться, что да, больше никогда ни с кем, да какая там женитьба, да боже упаси, нет. Это все защитная реакция, просто не хочется пережить ту же боль, которую вы пережили. У некоторых может проигрываться, что вы все еще ностальгируете по бывшей, да, вот вы, может быть, даже рассматриваете фотографии, вы, может быть, рассматриваете, перечитываете переписки, вы, может быть, вспоминаете, вот как все было хорошо, распрекрасно, да, даже можете сами себя ругать, что в чем-то вы были виноваты. Ну, такая вот тяга может быть еще к бывшей. Вот вы ее из души, из сердца не вырвали однозначно. Вот я, знаете, вот это, я бы сказала, что однозначно то, что я только что сказала, вот сейчас карты нам и показывают. Это все маска, да, вот это ваша бравада, которая говорит о том, что на самом деле в душе плохо. В душе плохо, но людям я показываю, что хорошо. То есть людям, да, вы вот демонстрируете, вот я такой весельчак, балагур, да никогда, да ничего, не хочу. На самом деле в душе плохо, да, вот эта маска такого весельчака, это всего лишь маска. На самом деле плохо, на самом деле тяжело, на самом деле в вас сидит очень глубоко вот эта боль, которую вам причинила ваша женщина. И я так думаю, что у кого есть дети, вы до сих пор помогаете вот и финансово детям, да,
вы готовы, ну, до последнего вздоха, да, помогать там и содержать, и все. Даже я не исключаю, если вы и бывший еще какую-то там денежку, либо еще какую-то помощь до сих пор оказываете. Ну, то есть вы такой человек, который свою внутреннюю душевную боль вы никогда не покажете. Вот в чем ваша такая вот моральная душевная сила, да. Все ваши тяготы, все ваши невзгоды вы будете исключительно держать внутри себя. Вы не будете ходить там с печальным видом и рассказывать всем и каждому, что вот какой я бедный несчастный, как мне плохо и одиноко. Нет. Это вы держите глубоко в душе. Вот мы сейчас с вами вскрыли, ну, такие ваши, ну, потайные уголки. А на людях, да, весельчак, барагур, все хорошо, жизнь прекрасна, с девочками можно флиртовать, вот в таком ключе. А душа болит, а сердце плачет, если так на самом деле взять. Давайте разбираться, что же будет дальше у вас в личной жизни, потому что та боль, которая сидит в вас, та боль, которую вам нанесла ваша прежняя женщина, она довольно сильная, она вам мешает по жизни. Я вижу, что она вам очень сильно мешает. Смотрим, что дальше будет в личной жизни. И снова император. Ну, император и императрица. Ребят, вы встретите свою императрицу еще. Смотрите, вы, снова показывают карты, что вы очень и очень такой, ну, золотой отец. Я по-другому не могу назвать, да, вот. Вы настолько вот посвящаете много времени детям, что, возможно, даже на личную жизнь может мало времени, либо вообще не оставаться, потому что любую свободную минутку вы, может быть, с детьми проводите, да, стараетесь как можно больше внимания им уделить, куда-то сходить, где-то вместе провести время, да. Хотя вот вы мечтаете, вот видите, мы сейчас как начинаем более глубоко копать, вот ваши, ну, потайные, да, вот в душе вашей. Очень хочется вам душевного тепла, да. Вы ждете, вы надеетесь, но это так очень-очень глубоко, потому что, да, вот начиналось у нас все с бравады, такой вот я весь из себя, я фраер такой, да, я куда хочу, туда лечу. А на самом деле хочется любви, хочется свою единственную королеву, свою единственную императрицу, да, и тем более она у вас появится, вот такой тандем, такая сладкая парочка, вот император и императрица. Это вообще такое суперское сочетание в Таро. То есть в вашей жизни появится женщина, и это будет причем судьбоносная женщина у нас по колесу фортуны. Она появится именно в то время, когда это должно произойти. Поэтому, ребят, когда некоторые из вас мне пишут в комментариях, ну когда же она уже придет, да? Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. У каждого своя стезя, у каждого своя судьба. То, что мы сейчас делаем расклады, да, с кем-то резонирует, с кем-то не очень резонирует, да, с кем-то вообще, может быть, не будет резонировать, вообще может не подходить. Это общий расклад. Поэтому здесь не может быть одинаковых ситуаций. Здесь не может быть, что вот у всех завтра появится новая женщина. Так не бывает. Поэтому вот как у вас предначертано, да, так оно и случится. Я не могу каждому из вас, да, вас тысячи смотрят, десятки тысяч. Я не могу каждому сказать, вот у тебя завтра будет, а у тебя через месяц, понимаете? Ну так не бывает. Это на личном еще раскладе можно приблизительно сроки сказать, и то сроки второе это очень такое относительное понятие. Плюс еще может быть момент черной магии, если она на вас есть, которая блоком становится и которая вообще мешает и не может впустить в вашу жизнь новую женщину. Поэтому здесь все очень и очень индивидуально. Поэтому, когда вот вы мне пишете такие вопросы, ну, вы же должны понимать, что это общий расклад. И каждому я не могу в общем раскладе рассказать. Пожалуйста, на индивидуальные расклады записывайтесь, и тогда там уже более конкретно, приблизительно можно сказать, когда это будет и вообще будет ли. Погнали дальше. Итак, что же будет в личной жизни, да? Что же за императрица пожалует в вашу жизнь? Что это будет за женщина? Вы познакомитесь, смотрите. Я думаю, вы уже все поняли, что это, конечно же, будет
Новая женщина, это не будет бывшая. Можете валерьянки свои, валидолы и все остальные успокоительные можете отложить в сторону. И смотрим дальше. Это будет новая женщина. Вы познакомитесь где-то в людном месте. Это может быть какая-то, ну я не знаю, гулянка. Это могут быть дни рождения, это может быть, ну, в конце концов, даже где-то в парке на лавочке, да, там, где много людей, может быть, на празднике. Ну, то есть вы там будете не один. Эта женщина вам понравится сразу. Она понравится вам своей какой-то, ну, знаете, такая вот есть женская изюминка, ну, то ли это энергетика какая-то особая. Она будет настолько так уверенно держаться, настолько красиво говорить. Она очень хороша собой, и внешность, и фигура. Она моложе вас. Это женщина, которая, знаете, вот такой типа женщин, они всегда знают, чего они хотят. Она не будет, вот знаете, как некоторые, вот особенно молодые, слишком молодые даже девочки, которые сегодня хочу одно, завтра хочу другое. Послезавтра я вообще не знаю, чего я хочу, догадайся сам, да? Вот она всегда четко знает, чего она хочет от этой жизни. Вот сейчас, ну, по крайней мере, на момент вашего знакомства, я имею в виду, она хочет стабильности в своей личной жизни. Она хочет встретить, ну, точно так, как и вы, в принципе, хочет встретить надежного мужчину для серьезных отношений. Ей абсолютно не нужны романы. Ей не нужны какие-то там, я не знаю, вот эти все молодые мальчики, которые развлекаются. Хотя вот когда вы встретитесь, да, вот она вам очень сильно понравится, но у вас мысли не будет про серьезные отношения. Она вам покажется уж слишком хороша. Она вам покажется даже, может быть, ну чуть ли не высшего сословия, да, вот, ну настолько вот она как-то будет и хороша собой, да, вот и уверенно держаться, что вы почему-то начнете думать, что, ну, я ее не потяну, да, вот слишком уж она для меня дорогая будет, слишком уж она хороша будет, и, ну, все в этом ключе, что обычно думают мужчины. На самом деле эта женщина совершенно не такая. Давайте разбираться. Смотрите, у вас карта брака с ней падает. Вы начнете все с такого вот романа, да. Сначала вы будете с ней в таких вот в отношениях скорее романтических, да. Понятно, никто про свадьбу думать сразу не будет. Потому что и она как-то не торопит события, и вы уже обожглись в своей жизни, поэтому будете так присматриваться очень хорошо к ней. Будете, вот знаете, вот вы к ней будете настолько присматриваться, что чуть ли не анализировать все ее слова, поступки вот в таком ключе. Очень уже очень осторожно вы будете сходиться. Потому что, во-первых, вы особо и не собирались ни в какие отношения такие вступать. Ну а здесь вот, ну сам Бог велел, вот именно у нас карта судьбы, карта колеса фортуны выпала. То есть, ну так суждено было быть. Ну с этим ничего не поделаешь, да, вот у вас должны быть эти отношения. Поэтому, несмотря на то, что вы решили там жить для себя и все такое, да, но здесь, конечно, ёкнет. Здесь ёкнет и очень хорошо ёкнет. Будут сначала такие вот романтические какие-то прогулки. Это не будет сначала вот такой вот безумный интим, страсти. Нет, вот вы именно сначала будете вот период таких романтических прогулок, присматриваний, да, вот именно платонических, так сказать. Это может быть для кого-то дико звучит, да, но не все же сразу в койку прыгают, правильно? Поэтому, причем, чем больше вы будете узнавать эту женщину, тем больше она будет вам нравиться, и тем больше вот вы как-то будете влюбляться в нее. Эта женщина такая, ну знаете, вот она настолько вот гармоничная со всех сторон. Ну как ни крути, во всех отношениях очень гармоничная. Вам с ней будет очень интересно даже вот что-то обсуждать, да, вот разговаривать, ну как говорится, а поговорить, да.
Это женщина, которая много чего знает, и она с вами вот будет делиться какими-то очень такими интересными даже для вас фактами, которые будут вас удивлять и поражать, да, вот она вам даже расскажет то, о чем вы не знали, вот что-то такое, знаете, вот, ну, познавательная сфера какая-то, да, обо всем и ни о чем. Вот она может поддержать вот любой разговор. Вот она настолько вот начитанный, развитый человек, что с ней очень и очень интересно. У вас не может даже проигрываться какая-то небольшая поездка, да, может быть, это будет какая-то вылазка на природу, может быть, вы захотите куда-то там, я не знаю, на речку, на море, куда-то поехать вместе. Ну, именно это будет такое романтическое путешествие небольшое. Да, это однозначно будет какая-то поездка. И вот именно в этой поездке у вас будет попадос еще больше. Вот именно в этой поездке у вас все закрутится и завертится. Здесь уже вы начнете, знаете, снова, ну я не знаю, как это назвать, растворяться, не растворяться, на те же грабли, может быть, кто-то скажет, да. Но здесь вы снова из-за вот этой вашей такой влюбленности начнете стараться все для нее сделать, чем-то ее порадовать, да, вот в чем-то угождать, да. Мы все прекрасно знаем, что когда влюбляешься в человека, то стараешься, ну все, да, весь мир к ногам. И вот по такому плану вы будете действовать. То есть вот эта поездка ваша, она перевернет вот ваши отношения. Из таких вот, может быть, даже платонических, в более близкие, в более такие, еще больше влюбленности вам добавят. Вот именно эта поездка. Так, что еще нам расскажут? Смотрите, это будут, знаете, вот такие отношения, ну, вот настолько такая классная энергетика идет, вот я не могу прям передать, ну, до мурашек, честное слово. Когда вот два человека встречаются, вот как две родственные души, когда вот вдвоем хорошо, когда можно подурачиться, когда можно, ну, вытворять все что угодно, да, ты не боишься, ты не стесняешься, ты становишься самим собой, да, нет вот этой скованности, нет зажатости. И знаете, вот у меня такое ощущение, что вы вот превратитесь как в двух, вот, ну, я не знаю, в двух детей, что ли, да, вот такая девочка и мальчик. Начнете шутить, шалить, там, я не знаю, прикалываться, да, вот, ну, как угодно назовите. То есть это состояние, когда душа поет, когда хочется и творить, и вытворять. Это состояние, когда тебе хочется, ну я не знаю, горы сворачивать, когда ты готов вот к ногам весь мир бросить. Вот просто. Для вас в этот момент, вот когда начнутся эти отношения, уже когда вы больше так сблизитесь, для вас другие женщины абсолютно перестанут существовать. Вы, во-первых, однолюб. Вы человек, который... Вот если вы влюбляетесь, то все, другие для вас не существуют. Это разве что, если вам начнут изменять, если вам начнут делать больно, тогда да, тогда вы можете тоже сходить налево, ну просто от безысходности, да, просто потому что вы понимаете, что вас не любят. А здесь совершенно другая ситуация. Здесь причем к вам будут клеиться другие дамы, флиртовать, но вы будете их культурно отшивать, потому что у вас будет вот своя одна единственная, неповторимая, ну, в которую вы реально все больше и больше будете влюбляться. Причем вы видели, что у вас выпадает семейная карта. То есть многие из вас, которые мечтают все-таки, пусть в глубине души, но вы мечтаете о новой семье, да, о настоящей жене, которая будет встречать горячим ужином, да, которая будет заботливая, любящая, нежная, ласковая, ну, ваша мечта может воплотиться. Поэтому, знаете, вот, ребят, всегда нужно надеяться на лучшее. Я сейчас обращаюсь даже к тем, кто совсем опустил руки, к тем, кто решил поставить крест на своей личной жизни из-за того, что вам когда-то сделали больно. Жизнь настолько скоротечна, что мы не знаем, что будет через 5 минут, да? Разные ситуации, к сожалению, в жизни бывают, и болезни, и все что угодно бывает. Никто не знает, сколько кому отведено. Поэтому
знаете, вот живите, наслаждайтесь. Настраивайтесь только на хорошее, и вы это хорошее обязательно притянете в свою жизнь. Настраивайтесь на то, что в вашей жизни будет настоящая любовь, да, будет настоящая женщина, с которой можно и в огонь, и в воду, с которой вы и в радости, и в горести будете. И Вселенная обязательно вас услышит и именно пошлет вам такую женщину. Тем более, что вы видите из расклада в расклад, да, даже если у кого-то больше, у кого-то меньше резонирует, все равно у вас, у всех выпадает женщина, новые отношения, семья довольно часто в раскладах выпадает. Поэтому, ну как ни крути, все равно вы один не останетесь. У вас будет женщина. Главное открыть свою душу, открыть свое сердце, да, потому что вы, очень многие закрыли свою душу на замок, и этот замок, ну, он такой, знаете, амбарный. Не хотите его никуда сдвигать, потому что боитесь боли вот этой, внутренней боли, которая очень глубоко у вас сидит. Поэтому быстренько снимаем все замки, да, душа нараспашку, открытость к любви, да, готовность к новым отношениям. И помните, что все женщины разные. И если какая-то одна там змеюшка подколодная, если когда-то сделала вам больно, но это не значит, что и все другие женщины будут делать вам больно. Просто уясните эту такую, ну, на самом деле простую истину, что все женщины разные. Точно так, как и мужчины. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!